Дорогие друзья, поскольку мы делаем денежные ритуалы, я вам их дарю, мы уже об этом говорили, не будем возвращаться к этому. Поскольку вы приобрели статуэтку фортуны, и многие проводят ритуалы, и очень удачно получаются, да, поэтому я решила подарить вам те ритуалы, которые можно усилить ее статуэткой. Если у вас нету статуэтки, можете провести и без этого, но со статуэткой у вас просто получится, может быть, 50 раз сильнее, скажем так. Поскольку перед лицом богини удачи и фарта, конечно, это все получается намного лучше. Есть очень много заговоров на мед. Вообще магия – это, скажем, собрание догматов, да? Догма – то, что не оспаривается. Например, как там солнце светит каждый день так, чтобы у меня то-то было и так далее. Как солнце и луна не встречаются, так, чтобы эти вместе не встречались и прочее. Одна истина, да? Одна истина связывается со второй истиной, и, собственно говоря, на этом строится заговор. В данный момент я буду делать на мед. Берете мед, значит, 1 чайную ложку меда, настоящего натурального меда, растворяйте в воде, ставите на алтарь фортуны. Фортуна, еще раз напоминаю, любит красные и зеленые свечи. Поставили ей на алтарь, наговорили на мед от 3 до 7 раз, и мед выпили. Этот ритуал соединен из нескольких ритуалов. Естественно, он мой авторский, но он создан на основе более древних заговоров. Немножко упраздненный, улучшенный вариант, скажем, перемешанный. Есть такой вариант, то есть есть такая вещь, что можно поселить, скажем, в мед дух денег, силу денег, да. Если поселяешь в мед и в эту воду, где растворяешь мед, силу денег, и потом это выпиваешь, естественно, эта сила денег как бы символически или действительно реально входит в тебя, внутри тебя. И ты привлекаешь на себя эти деньги. Я сейчас прочитаю, и вы поймете, что это за заговор, но если вам нужны резкие, сразу большие деньги или хотя бы какая-то сумма, которую вы ждете, никак не придет, проведите этот ритуал. Это очень действенный, очень сильный. Итак, ложку меда в воде растворяем. Секунду. Так. Значит, я показывать вам не буду. Вот она. Угу. Читаю на мед. Как пчелы слетаются на мед, как муравьи сбегаются на мед, так на меня деньги слетаются. Дух денежный вызываю, дух денежный в мед вселяю, воду с медом выпиваю, духом денег себя осеняю. Мед во мне, деньги ко мне. Как пчелы слетаются на мед, как муравьи сбегаются на мед, так на меня деньги слетаются. Дух денежный вызываю, дух денежный в мед вселяю, воду с медом выпиваю, духом денег себя осеняю. Мед во мне, деньги ко мне. Как пчелы слетаются на мед, как муравьи сбегаются на мед, так на меня деньги слетаются. Дух денежный вызываю, дух денежный в мед вселяю, воду с медом выпиваю, духом денег себя осеняю. Мед во мне, деньги ко мне. И выпили. А те, у кого есть магазин или парикмахерская, может делать следующим образом. Половину выпить, другую половину вылить прямо перед порогом.
и в ваш магазин или в парикмахерскую, или что у вас там есть, будут тянуться люди вот в день, не знаю, по сколько сотен. Из этой сотни 20-30 ваши клиенты. Попробуйте, сделайте. Вот вам определенные маленькие секреты от ведьм. Я же вам говорю, что любая ведьма не нуждается в рекламе. Она не нуждается ни в крутых сайтах, не нуждается ни в баннерах, ни в раскрутке, ни за деньги каких-то передачах, которым два слова тебе не дают сказать. Да? Почему? Потому что перед ведьмой все молчат и молча слушают, потому что она владеет толпой. А если этот человек не ведьма, ее там растопчут, просто высмеют и до свидания. Но в любом случае, хочу сказать, что ведьме это все не нужно по простой причине. Если она действительно ведьма, она может эти деньги, этих людей, эти возможности к себе призывать. Вот и все. И они будут приходить. Всего доброго, удачи.